Матч с Анандом, он, конечно, был большим испытанием, потому что явно я не то чтобы отставал, но вот того запаса идейного надо было перестраиваться, все-таки новое поколение. Вот все-таки и Ананд отличался от Шорта. Ананд у нас, естественно, мы сыграли сначала в ничью в Линарисе первую партию, потом я выиграл у него в Тилбурге в первом круге, потом проиграл, он выиграл меня во втором круге, потом я выиграл в Реджи Милли, потом я отыгрался. И начал побеждать. То есть я пришел к матчу у меня плюс какой-то был, плюс 2. В общем, я уже, потому что я у него выиграл в Линарисе в 94 году, я выиграл партию у него. То есть у меня какой-то плюс уже был. Может быть, плюс 1 или плюс 2. Может быть, плюс 1 только все-таки. Нет, плюс 2, потому что я выиграл еще партию в Риге. В Риге выиграл. Но, тем не менее, была борьба. После этого матча борьбы уже не будет. Там он у меня выиграет 9-ю партию, и это будет его последняя победа в классике. Правда, он выиграет у меня еще какое-то количество партий в Рапид, но в классику больше он выиграет не будет. Необычный шахматист, то есть у него там такой универсальный, очень быстро схватывал позицию, играл очень быстро и качественно. Но все равно у него, когда я приспособился, уже массы для меня не хватало. У него и подготовка была хорошая, у меня тоже была хорошая подготовка. А игра, он там окучивал как-то все, но, скажем так, все-таки он не игрок был лучшего хода. То есть, поэтому со мной немножко трудно было, потому что если я в хорошей форме был, то я все-таки делал, мои ходы все-таки были чуть-чуть покачественнее. Среднее качество было очень высоким. Но на каком-то, на потолке он все-таки что-то не хватало. И поэтому всегда какие-то моменты были, когда уже вроде бы у него там складывается, а не получается. А исторически его с кем-то можно сравнить? Он так немножко сам по себе такой. Может, со Спасским. Со Спасским, наверное, все-таки, да. Именно какие-то такие интуитивные, с очень хорошим пониманием шахмат. Просто глубоким пониманием шахмат, врожденным. Она просто уже, модифицированная версия была, но если брать аналог с шахматистом прошлого, я бы, наверное, из тех, кого я знаю, я бы взял Спасского. Но опять давила эта проблема с организацией, а где играть? Я помню, мы там сидели в Нью-Йорке, я сидел, Боб Райс, а потом Дэн Антуан Бланк-Шапиро, наш мой парижский друг, который организовал все эти турниры, и Мапар, который до этого трофи, потом парижский гран-при, интеловский. И также он участвовал в организации всех турниров. Гран-при был такой исполнительный директор был всего этого, креативный. И мы сидели в Нью-Йорке, там в ресторане где-то в даунтауне. Я смотрю, я говорю, что может быть там сыграть? Боб говорит, как? Там я был, наверху там, по крайней мере, что-то у нас деньги какие-то есть там. Им там тоже будет интересно. Так эта идея родилась. Это буквально было чуть ли не июнь месяц был. И оперативно мы очень договорились с ними. И матч с Анандом состоялся там. Перед матчем надо уже было смотреть, конечно, естественно, и социалянки. Причем интересно, что снова Ананд меня, так же, как и Шорт, поставить перед довольно непростым выбором, потому что он будет играть слон Е2 в Найдер-систему. Не слон Е3, не слон С4, не слон Ж5. Именно, причем он регулярно играл слон Е3. У нас много с ним партий. И F4 играл. У нас много с ним было партий в Рапиде. Он начал играть слон Е2. Это, окажется, проблема, потому что я-то опять подошел к матчу с запасом идей, если говорить Шевинген, 80-х годов. На самом деле, это я еще помню, тетрадка Александра Сергеевича Никитина, Шевинген, совершенно секретно, Но это 95-й год, а набор идей, который формировался, он все-таки был 80-е годы. То есть этот разрыв начинает сказываться. То есть на самом деле там новое в Шевингене, Ананд начинает находить какие-то новые идеи, а мне приходится, в общем, по ходу матча перестраиваться. И в Шенгене я мучился сильно. Другое дело, что там проиграл одну партию, 9-ю. В общем, до этого удавалось отскакивать. Но в отличие уже от будущего матча с Крамником, я все-таки здесь проявил больше гибкости, потому что на всякий случай я имел 2 отходных пути. Во-первых, дракон. Здесь, я считаю, была очень грамотная идея. Я причем сам к ней пришел. У Ананда не очень хороший счет был в драконе. Я посмотрел, он с Тевиковым как-то мучился вообще. Я думаю, надо бы посмотреть. Тем более, чтобы, в общем, мне более-менее понятно, как это играть. И много-много готовили. Это было, конечно, сюрпризом. В принципе, это, по большому счету, матч решило, хотя ключевая партия 10-я, которая стала переломной. И также еще были системы в раузере.
Мы смотрели, потому что, ну, подключился Крамник, я ему предложил поработать. Вот в 95-м году как бы вот Юра является как бы наш стержневым. Женя Пигусов подключится. Уже не будет Зураба, уже не будет Белявского, уже не будет Макарыча. Кто помогал мне в 93-м году, например. Нам нужно же это самое, как-то кого-то подключить сильного. И тогда, значит, я спарринг-партнеры. И тогда я решился, я говорю, ну давайте поговорим с Крамником. Вот он сразу согласился, кстати, грамотное решение принял. Во всех смыслах это было для него очень прибыльным делом. Поработали вместе, сыграли тренировочные партии. Кстати, в спарринге у меня получалось гораздо лучше. Вот, там у меня счет положительный. Тогда как раз мы начали смотреть, вот я говорю, дополнительные вот системы, потому что как-то инстинктивно чувствовал, что надо все-таки иметь найдеров, надо что-то иметь еще. Драконы и модификации в браузере смотреть, которые не самые лучшие, может быть, но тем не менее там довольно много мы смотрели. То есть это был бы еще третий вариант, в который я мог бы уйти. The 1995 Intel World Chess Championship took place at the top of the world, as New Yorkers like to call the observation deck of the World Trade Center. The players would contest the match in a specially constructed soundproof booth, a goldfish bowl for the world's media to gawp into. Although Garry Kasparov had been at the top of the chess world for 10 years, many people felt that his time had come. At 32, he no longer looked invincible. The years of pressure and tension were taking their toll. His challenger was Vishwanathan Anand from India. Проблема была с Анандом Белыми, на самом деле, потому что он быстро достаточно выбил, он начал играть систему против ферзь c2 в Немцовиче. Он четвертый ход, d5, ферзь d5. То есть мы явно были к этому не готовы. Потом какой-то паллиатив сыграл, Крамниковский сыграл. Потом открытая испанская партия, которую Ананд играл регулярно. У нас была подготовка, ничего не получилось. 8-й шотландский, опять Ананд опередил меня. А белыми он меня все, как бы тут там сжимался, круг там. Эти шевигени. Вот я там все выкручивался как-то. Вот. Но в 9-й партии все прорвалось. И вот я помню, после 9-й партии, 9 партий, 8 ничьих первых, 9-ю Ананд выиграл. Ананд явно был просто на 7-м небе, когда он выиграл партию. Ну, 7-й небо вообще, на самом деле, просто 107-й этаж был. 107-й этаж, да. Но у меня уже перед 9-й партией, я об этом писал, было состояние такой эйфории, потому что я придумал 10-ю партию. Вот это очень опасно всегда. Но вот идея родилась, вот на самом деле, вот, которая могла все повернуть. То есть я начал думать про вот эту позицию вот в открытом варианте испанской партии. After 9 games, the world champion Garry Kasparov found himself 1 point down to the Indian challenger Vishy Anand. Clearly, this was a situation that Kasparov did not enjoy. When he appeared for Game 10, he was so pumped up, it was frightening. Gone was that warm greeting with Anand at the start of the games. Here, it was chilly. He didn't make any eye contact with Anand at all. Наверное, самую Да. знаменитую партию. Да. Лев. Да. Значит, кстати, надо сказать, что Ананд сыграл здесь вот этот снова вариант открытой испанской партии. И потом же многие считали, что вообще вот надо было ему что угодно играть. Кстати, на самом деле правильно. Что угодно играть, только не это. Ну, считал, что как бы верил в это. Значит, здесь... Значит, я играл конь d2, как бы, вот, что конь c5, c3, d4, конь g5, вот это зайцевская идея. Да, вот, dc, да, конь e6. Интересно, что как раз Корчнов в первой же партии сыграл ферзь d3. Вот, ну, с Анандом в 6-й партии я играл конь f3 здесь. Вот. Вот, ну, это довольно безобидное продолжение. Вот он рокировку сделал, да. Вот. После ферзь слон c2. Нет. Шестой был конь f3, он рокировку сделал, и, в общем, там... Я думал, все-таки вот я вот, когда уже после 8-й партии, после 6-й партии, да, 8-й еще была шотландская, после 6-й я вот думал, какая-то вот позиция вот все-таки рваная, вот что-то должно быть, вот что-то вот все-таки... Ну, во-первых, все-таки слона жалко отдавать, слоном уйти, но уйти куда тут... Это все висит. И, в общем, в итоге вот как-то вот у меня начинает складываться эта идея, значит, и я прихожу к мысли, что вот можно пойти вот так. И вот и так, и на самом деле
вроде все складывается. И что интересно, первый раз, когда будет использован компьютер для проверки, ну там в данном случае просто для проверки вот главной линии, довольно быстро стало очевидно, что это вот это правильно, и это надо доработать как бы вот к 10-й партии. Поэтому в 9-й я уже там жил ожиданием. И, конечно, Ананд был идеей-то ошарашен, но, мне кажется, как бы вот до конца как бы он еще масштаба проблем не понимал. То есть, я почти уверен был, что он победу пойдет какой-то d4. Ну, потому что, на самом деле, напрашивается. Потому что все остальные хоть слишком опасно. Вот d8, там, слон d2. Вот, ну, по-моему, там надо это жертвовать. Ладья 8 лучше был. Естественно, слон d2, по-моему, надо бить на d2 надо, да, здесь или... Слон d2. Или ладья d2. ладья d2. Ну, да, ну, опять, но это отдавать качество. Потому что ферзь e5, ладья e1 крайне опасно там, в принципе, да. Вот, но как качество отдавать? Как качество отдавать? Зачем? Поэтому, в принципе, я практически уверен, что так какой-нибудь d4, потому что внешне это выглядит как опровержение. Ну, а что это? Белый второй перес в развитии нет, но он напал на слона, ладья висит. И вот здесь, конечно, начинается ферзь g4. Вот это вот... белые продолжают атаку просто. Вот. Ферзь А1. Макарыч гениально, но все еще не вполне понятно. Да. Ферзь бета1, слон бьет Е6. Да. Вот. Вот это неожиданно. Вот эту позицию как раз мы поставили, потому что, ну, как ладьи не хватает. Да. Все-таки чистой ладьи не хватает, и хоть черных, да и вроде бы атаки особо здесь нету. Но нюанс в том, что вдруг выясняется, что проблема с ходами. Потому что, скажем, там просто уйти ферзем, если убежать, то там слон d7 шаг и горе. Потом, если не ошибаюсь, слон d7, да, по-моему? Да. Слон d7 шаг. Да. Слон d7 шаг. Значит, Да, слон d7 надо как-то защищаться. король f7, по-моему, да, здесь надо ходить. Король f7, слон e3, по-моему, просто там выигрывает сразу. Да. Король f7, слон e3. Ферзь c3, что предлагалось? Как? Ну, ферзь c3, если я пошел со слон d7 шаг. Да, король f7, слон e3. Слон e3. Ну, там горе. Слон c5, e6 там. Да. Ну, тут горе наступает сразу. Вот. Но опять, здесь опять напрашивается ход ладья d8. Ладья d8. Защитился. Вот ровно это как раз надо было проверить, потому что ладья лишняя, все. Слон h6. Вот это. Андан сидит, играет. Нет. +1, все хорошо. Слон h6. Но он, надо сказать, что нашел, собрался, он, может быть, желание сдаться было сразу, да вообще нашел единственную защиту, по большому счету. Ну, там, по-моему, сильнее был ферзь b2, ферзь e2, по-моему. Да. Ферзь b2, ферзь e2 было сильнее. Вот. Но он нашел примерно то же самое. Ну, вот как бы он пошел ферзь c3, может, других ходов нет, потому что просто слон g7, ферзь h5 мат. На самом деле, это проблема. Ферзь c3, после слон bg7, взял размен, ферзь h5, ферзь 7 мат. То есть, на самом деле, значит, он пошел ферзь c3, слон bg7, пошел ферзь d3 здесь. Слон В чем мы ферзь d3? В чем мы? Слон h8, ферзь g6, ферзей поменять. Поменять ферзей. И опять сильнее был ферзь b2, ферзь e2, как мы сказали уже, в принципе. Да. Значит, такой размен. Ну, тоже вчера позиция плохая была, но больше шансов было в этом отбиться. Вот. Но Ананд решил, почему? Потому что так, все-таки ему показалось, что, может быть, здесь удастся... Ну, пешка здесь все-таки самая, как бы, мне кажется, у него, он заставит меня сейчас поменять слонов быстро. Потом пешка все-таки, здесь не связанные пешки будут у меня. То есть, как бы, ему показалось, что здесь будет больше шансов. На самом деле, как бы, ситуация могла стать и неясной, слон f6. Потому что все-таки одно дело, поймать человека, там все идеально, но надо все-таки выиграть партию. Слон e7, я побил на e7, он должен менять ферзей, потому что пусть король e7, ферзь 4 шаг, ферзей уже не меняются, размен. Вот, король e7. Ну и вот опять, и здесь понятно, что у белых выиграно, но вот здесь я сделал, на самом деле, серию очень сильных ходов. Ладья c1 воспрепятствовал движению пешки c, то есть она надо не попадать на c4. Он должен ходить c6, теперь f4. Опять начинает двигаться. Король f2, но белый не успевает здесь. А4 или b4 он пошел. А4, король e3, b4 и слон d1, да, здесь? Да. Слон d1 здесь, да. То есть мы нейтрализуем здесь всю игру. Король 4, а b3 уже. Да, нет, не, мы нейтрализуем все здесь слоны. А3, да? А3 и g4, да, здесь?
Ну, теперь пошли 3. И здесь все-таки здесь мы держим. То есть важно, что я удержал вот эту самую всю конструкцию. Конь b5, да, он пошел. Ладья d5. Ладья d5. Ладья c4. Начал ладья c4. Напали. Да. c5. Да, c5. Король e4, да? Да. Король e4, да. Ну, тут конец. На самом деле, опять, каждый ход здесь важно всем вбивать все. Просто ладья c4. Все-таки пешку хотим взять. c5, король e4. Ладья d8 он пошел, да? Да, ладья d8. Ладья d8. Я побил или f5 пошел? Ладья c5. Ладья c5. Ладья c5. Конь e6. Да, конь e6. e6. И ладья d5. Ладья d5, да. Ну, теперь, да. Теперь я просто я готов поменяться. Вот, отдать пешки, но зато забирай эти 2. Ну, слон сильнее коня. Ладья c8, но он пошел. Да. Ладья c8. f5. Вот за c4 шаг. Король e3. Король e3. Конь куда там? c5. Конь c5. g5, да, помню? Да. g5. Ну, тут я еще довожу здесь. На самом деле, он постоянно борется. Он молодец. Он создал какие-то постоянные самые. Да. Но тут постоянно белые просто здесь тоже. Ладья c1. Ладья c1. e6, f6. Ладья d6. Ладья d6, ладья d6. Ну, чтобы, да. f6, слон h5. Теперь просто мат ставим просто. Ну, уж одна из лучших партий в жизни, да? Ну, такая бы. Сдался здесь? Да. Партия, безусловно, сыграла, конечно, свою роль в том, что Ананд был выведен, конечно, в состояние равновесия. Но не надо забывать, что в 11-й партии будет еще один шок – дракон. Ананд сразу грамотно уйдет в эндшпиль, там найдет спокойное решение. Минимальная инициатива у белых. Но опять под влиянием 10-й партии. Да, грубый зевок в 11-й партии. Объективно ничейный эндшпиль. Он просто допускает грубый зевок, проигрывает. И дальше он уже не выправится. Хотя борьба еще будет идти. 12-й партии, кстати, он будет стать, я не выпускаю выигрыш. 13-й опять дракон. Он тоже безобразно играл. Проиграл белым очень быстро. 14-й имел отличную позицию Ананд. Просто он играл скандинавскую. Ну, объективно имел перевес во времени. Но в какой-то момент я заиграл очень, очень быстро и качественно. У меня партия с Анандом 14-й, и такая же похожая будет с Иванчуком в Лас-Пальмасе. Вот когда на большой скорости много очень хороших ходов сделал. И это подействовало. Ананд в итоге, в общем, выпустил перевес, а потом и ничью. И, в общем, опять матч уже был решен. Хотя он еще там дал бой в 17-й партии. 15-я была ничья. Но я уже перестал играть в 16-ю, 18-ю. 2 ничьи короткие белыми сделал. А в 17-й он дал бой, был близок к победе, но упустил. И, в общем, матч я выиграл. Выиграл по +3 после 18-й партии. А потом еще Париж. Удалось выиграть Гран-при. Так что я мог считать, что тот кризис миновал. Хотя, на самом деле, все звоночки уже все были. Потому что было видно, что с новым поколением играть сложнее. Все-таки все основные соперники уже были моложе меня. Но, тем не менее, я считаю, что кризис 93-94 года на этом это был преодолен. Хотя, как говорится, к моменту, на свой следующий пик, я, наверное, выйду через несколько лет. Но, скажем, 96-й год, 96-й год, 97-й год тоже был период, как раз когда начало работы с Тахаяном дало тоже большой позитив внутренний. 96-й год начинается турниром в Амстердаме. Он был больше 10 человек в один круг. И начался он просто для меня катастрофично. В первом туре проиграл Топалову. Топалов очень красиво выиграл. Начинаешь 9 туров. Сразу. Первый тур, да. Ну, а дальше турнир был очень хороший, потому что в итоге я наберу +4, выиграю все партии белыми. Во втором туре я выиграл у Пикета, в третьем выиграл очень хорошую партию Ананда. Ну, там уже, тут я уже пристроился. Очень интересная, содержательная партия была. В четвертом проигранную партию с Шортом спас, а в пятом партия с Эрваном была. Ну, потом там еще будет хорошая партия очень с Крамником в 7-м туре, напряженная. Я выиграю, не безошибочная партия. А в 9-м прекрасную партию Гельфандер выиграю. Да. Но Топалов наберет тоже +4. Мы разделим первое место, а Топалов тоже наберет +4. Интересная партия с Эрваном. Уже в 95-м Ясар уже играл, я не сказал любитель, но такой уже комментарий, уже он переходил уже на другую такую работу, больше комментаторскую, организаторскую, нежели шахмат. Но тем не менее сохранил огромную практическую силу. Да, и
Партия получилась очень интересной, потому что она именно необычная. D4, значит, ну, там я сыграл вот систему с конь BD7. И я не знаю, что ход, конечно, с чего я его сделал. Просто вот мы с Юрой смотрели, там нам не хотелось играть CD, как бы, вот, или там слон G5. Ну, на самом деле, как угодно надо было играть, только ферзь C2 ход очень странный был. Ну, нам казалось, что, может быть, мы сейчас его собьем. Я с панталыку. Он уверенно пошел DC здесь, и я понял, что вообще-то вообще не пойдет. E4, C5, и что делать дальше уже непонятно. То есть, ну, пришлось побить DC здесь. Ну, слон BC5. Ну, черным, конечно, уже не на что жаловаться. Слон C4. Что есть? А7, А6, да? А6, да. Новинка, типа. Ну, я уже А4 хожу. Хоть как-то, в общем, это самое воспрепятствовать. Ферзь C7. Ферзь C7. Рокировка. 0-0. Ага. Вот. И, ну, пока брать пешку невыгодно, это очевидно совершенно. Но я сразу сделал ход конь G4. Вперед. Вот, да. Ну, создал угрозу, напал. Слон же там висит дальше. Вот. Ну, естественно, ждал хода какого-то типа слон Е2 там, вот. И тут вот я так посмотрел на позицию, вот что-то как-то так ёкнуло. А вот, может быть, можно сыграть неожиданно. Ёкнуло. Конечно, да, ну как-то вот отдать качество и пешку вообще непонятно за что. Ну, вот я не могу даже описать. Вот фигуры-то черные плохо стоят. Вот какая-то вот конфигурация возникает, которая позволяет белым рассчитывать на очень интересную компенсацию. Я довольно быстро сорвал штрих. А как это возникает? Я не знаю, просто вот я вот почувствовал, что там что-то вот должно возникнуть. Вот фигура, вот штрих, значит, я, по-моему, даже не думал здесь. Просто, ну, хотя конь Е5 спокойно давал очень комфортабельную позицию, вообще близко ничего белого не могло быть. Вот, но я, конечно, повел на F2, тут слон в ферзь F2, ферзь бьет C4, ну а дальше будем думать. Я пошел ферзь G3. Опять, еще раз, как бы, лишнее качество. Рокировка, черно сделали, белые сдались. Но после ферзь G3 начинается вот игра темп в темп. И тут я, значит, задумывался, потому что, скажем, после рокировки слона 6, G6, белые же не обязаны брать. Ладья D1, пока очень сильная атака. Опять все ослаблено, это все стоит. А король как-то вот здесь тревожно. Тематические партии сегодня, да, слон. Да. Вот, да. Значит, а как пешку защищать? Ну, ладья G8 куда вообще не смотрится, потому что опять куда король пойдет дальше. Вот. Значит, Ясов дает шах на C5 здесь, по крайней мере. СР нет. Или F6, он пошел в F6. На F6, да. Ну да, в принципе, шах на C5 можно было дать, как бы, ну, то же самое F6. Вот. Но он подумал здесь и решил, что хорошо, там слишком опасно. Но сейчас я ферзя подключу к защите, дальше оно все, значит, как говорится, все само сложится. Ферзь бьет G7, ферзь C5 шах. Да. Ну, куда королем идти точно я не знал здесь, но я пошел на H1. Можно и на H2 надо было пойти, да, неизвестно. Ферзь F8, ферзь G4, Логично. ферзь F7. Ну, все, черные практически отбились уже. Ну, вот здесь очень важно опять, ход Е4, Е5. Снова создаем дискомфорт. Ну, во-первых, страшная угроза, конь Е4. Вот оно, поле D6 начало свести. Но, с другой стороны, черные могут встретить F5 нас. Так, F5 пошел, ладья G8, не помните. Он пошел ладья G8. Ладья G8. Вот, ферзь H4, да? C4. Ферзь C4. Вот еще. Вот. Ферзь может сюда перейти. Ферзь C4. Опять создаем проблемы. Потому что побить на E5 снова, конь E4, там горе будет. Важно, что мы еще ферзем взяли под контроль поле F1. Там, значит. Поэтому F5 черный ходит здесь. F5 ходит. И опять снова, сейчас разовьемся как-то, пока кони никуда пролезть не могут. Но не могут кони пролезть, но король тоже останется здесь. Слон G5, да? Прижали короля. Конь F8, да? Не, H6. Или H6. Вот, H6, да, значит. Не очень ходный. Да, ну вот ход, видимо, так себе. Здесь где-то он мог, где-то надо было здесь ему что-то отдаваться. И здесь конь F8 ход, я не помню, был какой-то. H6, да, конь F8. Конь F8. Да. В общем, там черные держались. Там очень интересная позиция, но вроде бы черные держатся. Конь F8, потом там слон D7, вот. Там какая-то вот игра, в общем, там, Да. Все на соплях, но держится. 8 на ладья D1, не слон D7. Такие варианты. А ладья G5. Ладья G5. 5 версий. А конь ферзь H5, да, ну это уже, да, да, поднимет. А 6, вот как бы, вот, ну, хочет меня здесь, ну, слон H4. Ферзь 6. Ферзь G6, да, ну, напал на мат. Ну, защитились, ладья G1.
Вот. И снова интересно, вот как бы белый вроде стоит пассивно, но с другой стороны хорошо, ну защитились. Король там, черные поля свистят на самом деле. И вопрос, как скоро белые фигуры подойдут, он, в общем, риторический. Вот. Что здесь он сделал? Конь F8. Ну, он считал, что, по крайней мере, поле D1 ладья отнял здесь. Но тут возникают другие проблемы. Конь пошел, да? Ферзь b4. Ферзь B4 пошел. Сразу конь E2 сильнее было, по-моему. Или Точнее, вообще ферзь d4. ферзь D4. Но это уже такие. Ферзь c7, ферзь d4. Да. Ну, пошел здесь на B4 здесь. Что мы хотим? Мат на E7 поставить пока. Пока мат хотим поставить. Ферзь. Ну, это вроде там не в игре, а он на самом деле... Как конь в игре? Что себе? Все же отрезает. Ферзь G7 или ферзь F7? Ферзь F7, да? Ферзь b4, ладья g7. Ладья G7. А здесь конь E2 теперь, да? Да, здесь конь e2. Теперь конь пошел. Теперь конь пошел туда, значит. Причем дальше у него маршрут через H5 на F6 еще будет. Как он все-таки залезет куда-то, этот конь. На F6 не через E4, он через H5 туда полезет. Так, ладья B5 пошел, ясер. B5 пошел, ясер. Конь F4 или АБ пошел здесь? АБ. АБ. И ладья d7. Вот D7. Ну, по крайней мере, он открылся здесь уже. Вот. Опять, кажется, что черный вот еще чуть-чуть, но тут до конца конь F4, ферзь F7. Да. Вот, вроде бы он здесь и перестроился. И ладья. Ладья C1, да? Ладья C1. Ладья C1. Ну, мы здесь продолжаем атаку. Ну, кстати, теперь уже видно, внешне даже, во-первых, у белых пешка из-за качества, во-вторых, атака продолжается. Как бы, вот, черные хотя там все сложились вокруг короля, но все, атака продолжается. Вот. А Слон b7. слон B7, да. Да, ну на Нет. Слон e2, b5. Правильно, да. слон B7. Слон B7, БА. Нет, ладья d7, конь f4. Что я говорю? Конь F4. Уже ферзь F7, ладья C1, слон B7. Правильно. БА теперь, да? Да. БА. БА он пошел слон Б3 здесь. Да. Вот. Да. Значит, слон F3 GF. Вот. Вот теперь возникает другое горе. Еще линия G открылась. Вот. Постепенно все вскрывается. Постепенно все скрывается. Да. Ладья А7 он пошел. Да, ладья А7. Ладья D7, А7. Ну, он пошел здесь. И ладья G1. Да? Ладья G1. Ладья G1. Ладья G1. Вот. Белый, на самом деле, слон F6, ладья G7 готовит. Просто вторжение туда. Вот. Что он побил на А6. Красиво. Здесь конь H5 теперь. Ну, то, что я сказал. А на взятие просто сразу, да? Ферзь E7 мат. Ферзь E7. Нет, теперь матом. Да. Теперь уже, когда ладья А6 ушла, я- ты же убрал ладью. Я грозил слоном в 6, но теперь, когда ладья ушла, я хожу конь H5. И то, что обещали. Конь попадает на F6. Вот. Ферзь C7. Ферзь C7. Ладья G7. Ладья G7. Ладья еще подошла сюда. Ладья 1 шах. Король G2. Ферзь C2 шах. Да? Слон А2 сдался. Необычная партия. Да, вот так. Это совершенно необычная конфигурация. То есть я помню, что после партии я не говорю, не может. Может так быть просто. Ну, вроде бы качество уже как. Ну, это прям ваша вот игра. Вот это абсолютно было. Фирменная, да. Фирменная, вот это я был очень доволен. Вообще, вот тут опять началась игра какая-то. Я почувствовал такой вкус. Вот после матч с Анандом, там такой немножко тяжелый, как бы был все-таки потом там неудачи вот в Цюрихе. Вот. А тут вот ожило все. Вот это. И потом еще там победа над Крамником и с Гельфаном прекрасная партия. Вот. 96-й год, ну, как бы все выглядело хорошо, хотя потом не бывает как бы без ложки дегтя. Потом я еще проиграл Крамнику в финале вот московских кремлевских звезд. А потом еще устроился Крамнику в Досруманосе, там такую партию уже очень обидную проиграл. Ну, там большая битва была, да. А в Миране, который? В Миране, да. Ну, некорректно пожертвовал фигуру, вот, но Ну, красиво. красиво очень, да, безусловно. Тяжелый удар был очень. Вообще там сыграл неудачно. Ну, там +2 набрал в итоге, там в конце как-то там. Зато потом Олимпиада была. В Ереване Олимпиада была. Там хорошо сыграл на первой доске, +5 набрал. Хорошую партию Топалова выиграл. Там с Шировым была веселая партия очень. Тоже можно вспомнить. Это не партия, ну, всю партию можно не смотреть, но это партия из 94 года. Я просто сейчас возвращаюсь, значит, если мы говорили уже про вариант Челябинский, который вот, с Шировым. Слон Б7. Слон Б7, конь С2, да, слон Б7, конь С2, конь Б8. Это вот Широв играл. А4, БА, ладья А4, конь Д7. Вот это. И ладья Б4 здесь я сыграл. Конь С5, ладья Б7. Вот это просто партия конь Б7, Б4. Вот одна из моих тоже находок позиционных.
Я помню, когда я исполнил ладья Б7, Б4, вот этот Джулиан Ходжсон подошел и спросил, учили ли меня в детстве, что ладья сильнее слона. Вот. Интересно, там слон G5 пошел, конь А3, рокировка конь С4. Ну, и, в общем, выяснилось, что опять слон Д3, вот такая тоже необычное, очень лишнее качество. На самом деле позиция, скорее всего, динамического равновесия, но у белых инициатива. За счет того, что просто черные не могут наладить координацию фигур. Ну, вроде бы должны как-то, ни одной же угрозы нет. Да. Но партию Широв проиграл там буквально в 10 ходов нам. Вот. И это тоже вот часть вот этой игровой манеры была. То есть найти вот эту идею. Причем я ее сам как раз нашел перед партией, думаю, вот интересно проверить. Получится. Вот. Для Широва шоком это было. Вообще вот так вот. Так может получаться. У меня ферзь 8, там потом конь b6 будет, там начнут нападения как-то вот белых. Он никак не мог нормально все это самое, все перестроить. Вот. По-моему, был ферзь b8, h4, там слон d8 он не хотел коня ставить, и там начались свои. А интересно, вот в этом периоде у вас появился какой-то другой стиль, связанный с атаками, с жертвами, то есть больше таких на долгосрочную игру, не просто жертвы уже такие, которые там... Да. Долгосрочные, другие чуть-чуть шахматы. Шахматы менялись. Новые люди, компьютеры, на самом деле, изучение теории, на самом деле же вот все-таки шахматы становились профессиональными. Ведь, по большому счету, шахматы там до моих матчей с Карповым носили, я бы сказал, любительский характер. В этом плане Фишер, конечно, отличался, но все равно, если посмотреть на подготовку Фишера, на матчи, там, Фишер-Спасский, например, или там Фишер-Петросян, они, в общем, выглядеть будут по меркам даже 90-х годов достаточно оперативно. Ну, кроме того, компьютеры, вообще больше объем информации, больше турниров. Ведь информация же быстро меняется. Ну, обмен информацией был очень, очень оперативным. Все сложнее становилось, придумал идею, и на этой идее сидишь и собираешь очки, все видят, все узнают, и надо двигаться вперед. То есть, на самом деле, скорость продвижения, она менялась. То есть, соответственно, надо было уже искать какие-то вещи более основательные, которые позволяли бы не просто идея нашел, туда пошел, сюда пошел, а что-то концептуальное всегда. Менялся и облик шахматы, и для того, чтобы оставаться наверху, надо было тоже меняться. Завершился цикл ФИДЕ, матчем Карпов-Камский, и возникла настоятельная потребность найти форму объединения. Тем более, что там матч Каспаров-Карпов должен был быть, стать кульминацией этого процесса. Был большой интерес проявлен как раз в Лас-Пальмасе. Хотя надо отметить, что там в какой-то момент Илюмжинов уже станет президентом ФИДЕ. Да. Это в 95 году случится в Париже. Капоманос просто понял, что искать деньги, занятие неблагодарное. Я полагаю, что Илюмжинов нашел много аргументов, которые убедили Кампоманоса, что лучше стать почетным президентом ФИДЕ. Вообще для меня это было неожиданностью, потому что он поехал в Париж, Илюмжинов, без каких-либо планов, которые он озвучил. А потом были выборы как раз в Ереване, там опять Куатли пытался баллотироваться. То есть там еще Илюмжинов пристраивался. Еще, я не помню, когда он объявит о проведении своего этого нокаут-турнира, нокаут-первенства мира. По-моему, это случится потом все-таки, после Лас-Пальмаса. Потому что в Лас-Пальмасе активно обсуждался вопрос о том, что надо организовать матч Каспаров-Карпов. Организаторы были очень, так скажем, нацелены, вдохновлены, да. Проблема оказалась в том, что Карпов там разделил последнее место. Карпов просто, мне кажется, подошел к турниру. Не понимаю вообще, с чем он будет иметь дело, потому что он же в выходной день слетал куда-то в Париж, Диснейленд, какое-то мероприятие, сеансик дать. Да. Но кончилось это тем, что он проваливается в турнире, по-моему, -2 набрал, в турнире. Он проиграл мне и проиграл Ананду, по-моему, ни одной партии не выиграл. Я набрал +3, взял первое место, и на самом деле интерес организаторов угас. Видно было, что уже другие расклады на шахматном Олимпе будут. Для меня тоже стало проблемой, потому что все зависло. Я чемпион мира, я по всему и первый рейтинг, я выиграл самый сильный турнир со времен Авро-турнира, довольно уверенно, +3, 3 победы, ни одного поражения, на очко впереди Ананда, который взял второе место. Все вроде идеально. Так? А с другой стороны, возникает очередной тупик, потому что матча нету объединительного. И тут вылезает Илюмжинов со своим планом нокаута. Естественно, я, конечно, отказываюсь играть. Огромные деньги, и поэтому, в общем, надо сказать, все шахматисты, они естественно, да, конечно, как такой подарок. Все, Миллионы долларов человек выкладывал. Да, выкладывал, те самые шальные деньги 90-х годов. И возникает ситуация, когда традиционный матч на первенстве мира исчезает.
При этом там интересно, что Карпов получает вообще место в финале. Ананд, который должен был там играть весь отбор. Причем, кстати, очень интересный отбор. В 97 году был хороший турнир. Там и Микки Адамс хорошо играл. Петя Свидлер играл очень хорошо, кстати. Вот это был звездный момент был. Кстати, он был тогда на подъеме. То он сыграл в 97 году очень сильно в Тилбурге. Разделили 1-3. Мы там, он у меня выиграл партию. Единственную партию, которую я выиграл. Но тогда вот он играл действительно свежо, хорошо играл. Ну, у него там уже сколько-то там было звание чемпиона России, потому что он там их коллекционировал. Вообще играет там все интересно. Я помню, вот там Миша играл интересно. Потом его просто заставили играть с Карповым. Ну и там не судьба была, потому что он был на голову сильнее. В итоге он проиграет там совершенно выигранную позицию в переигровке. Хотя он должен был играть после этого тяжелейшего там марафона. Да, потом Карпова там ждал там где-то в Люцерне, где они там играли. В Лозанне, да. А там потом завиральная идея Люмжинова, там потом в шахмат должны войти в Олимпийские игры. То есть он начал опять двигать их. Ну, громадье планов Кирсана был. 96-й год заканчивается действительно прекрасно. Триумф, Лас-Пальмас, беру первое место. И потом 97-й год Линарес, тоже один из лучших турниров. Очень интересный турнир, кстати, был очень содержательный. Крамник играл блестяще. Там на финишную прямую вышел лидером. Я там проиграл Васе, в 8-м туре проиграл Васе. 3 партии оставалось Полгар с Шировым и с Крамником. Ну, в итоге я все 3 партии выиграл. Крамника я догнал перед последним туром и выиграл у него решающую. Причем он там за счет Немцовича сыграл. Первый раз в жизни, кстати. Вот. Но там я тоже немножко был готов. И, в общем, хорошая партия была. Содержательная партия. Но самая интересная партия там была, мне кажется, с Шировым. И эта партия была там, мне кажется, особенная. Ну, потому что надо было, во-первых, выигрывать. Чтобы сохранили шансы на первое место там. Я почему помню там ночь, там, это в гостинице они были, какой-то был там, не знаю, шабаш, какой-то, я не знаю, там, то ли свадьба, но там где-то до 3 или 4 утра там все там звенело просто. Я был жутко злой вообще, что вообще как это так будет. Вот. Но это, видимо, прибавило просто адреналина. И партия Шировым, что хорошо было, он играл в шахматы. Вот в этом плане было Крамник. Всегда причем. Всегда играл в шахматы, да, значит, напоминала такую старую шутку по поводу матчей там Тайманов и Ларсен против Фишера. Таль говорил, что Тайманов проиграл первую партию, и сказал, вторую-то я ничего точно сделаю. Ну и так далее. Да. А Ларсен проиграл первую партию, сказал, вторую же я точно выиграю, сказал Ларсен. Вот Широм где-то происходило то же самое. Он считал, что он же не может все время проигрывать. По статистике он должен же выиграть когда-нибудь. Поэтому я всегда знал, что когда он играет белый, будет борьба, потому что причем там статистика увеличивалась, там счет двузначный уже там стал. Но тем не менее, он продолжал играть. То есть, по статистике. Он молодец. По статистике же он не изменил, он должен выиграть. Статистика. А Широв, предпоследний тур, Е4, С5, конь F3, D6, да, ты будешь, да. То есть, тут, как всегда, естественно, Широв слон Е3 пошел, и я хожу конь G4. Вот я там начал тогда активно этим ходом заниматься. В 96-м году я впервые сыграл так в ампутированный гран-при. В Женеве мы играли. Я играл конь G4 с Топаловым, сыграл вот тогда. И сыграл в финале с Анандом. Я у него выиграл одну партию, в основное время. И должен был выиграть блиц. Совершенно. То есть, слон G5 тогда. Тогда только все это начинали изучать. Слон H4, G5. То есть, казалось так все очень странно. Такая система. Я помню, когда я первый раз ее увидел, вообще мне показалось, не может так быть вообще, что довольно странно. Так. Но потом понял, что столько динамичной позиции здесь. Слон Е2 пошел, Широв здесь. Я пошел H5, пошел слон BG4. Вот я пошел здесь слон BG4, на самом деле ход HG еще тоже есть интересно здесь. То есть потом я буду HG играть уже. Вот, кстати, перед матчем Шировым я в 98-м, который не состоялся, я уже начал ход HG изучать. И, в общем, тоже я у Широва одну партию выиграю, потом будет слегка интересная партия. То есть вот этот ход я буду считать его даже более содержательным. Хотя здесь много динамики. Слон G4, F3, слон D7. Но у меня есть были хорошие результаты всегда. Он ферзь d2 пошел, да, или 0-0. Конь c6, да. Слон f2. Да. Слон f2. E6, да. Здесь еще важно, в принципе, удержать все. Но если белые меняются на c6, там и слон d4 ходит, то есть по слон e5 можно пойти, и все нормально у черных. Вот. А в противном случае черные взяли под контроль эти поля. Я говорю, у меня здесь получалось действительно хорошо. И с Анандом те партии, дебюты хорошо были. Потом я у Смирина еще какую-то партию выиграл, в этом варианте, на Олимпиаде.
в 96 году. Вот. А на Широв, я знал, что он будет играть. Значит, он пошел ферзь d2, Конь c2 конь c, пошел. или конь c2 пошел, я пошел конь e5, Да. b3 пошел Широв. На c4 не пускает. Да, на всякий случай b3. Я пошел здесь g4, вот здесь моя идея была f4 и ход h4 сделал. Вот так неожиданно выяснилось, что брать на e5, ну, конь попадает в центр доски. Да, в редкий случай конь попадает в центр доски. Вот. Да. А иначе, значит, ну, с другой стороны, какой у черных план здесь? Широв считал, что, ну, большое дело. Хотя уже с Анандом я эту идею нащупал. Открыть короля здесь белого, вот, в принципе, h3, g3, а потом что-нибудь оно случится. Все-таки, когда король открыт, и пешка на h3, оно как-то... Вот он пошел слон e3, запомнил, да? Так, он пошел 4, слон e3. Слон e3, да. Да, значит, ну, h3. h3. Ну, естественно, h3 сначала, g3, Да. c6. Шли назад, хорошо. Все. Первая часть плана выполнена. c4, там, или ферзь d2. Так, конь c2 будет... Ой, нет, бла-бла-бла, h3, g3, ферзь d3. Ферзь d3, ферзь d3. Ферзь d3 рокировка, да, теперь? Да. Ну, теперь надо рокировку сделать. ЛД d1, да, наверное? Да, d1, да. f5. Дирка. Вот. Дирка. Ну, как, зато укрепили пешую структуру. Дело в том, что, ну, да, конечно, все это немножко трещит у черных, но, с другой стороны, короляжник не атакует моего. А это уже и на Эндшпиле, между прочим, хорошая перспектива. А в Дмитрий как только тут что-то случится, значит, вот, здесь могут проблемы возникнуть. Он пошел здесь, Широв. c4. c4 пошел. Ферзь опять, Ну, да? тоже как бы... Ферзь опять, да, помню? Ферзь опять, да. Ферзь опять. Вот, ну, я зато складываю фигуру себе. Конь c3, да, пошел? Да. Ладья e8. Вот. Ну, это, посмотреть с этой стороны. В общем, белые вроде бы красиво встали, но черные тоже все развили. Все фигуры развиты. Все-таки король это серьезный аргумент. Вот. И здесь что-то он не то сделал. Ладья f1, да. Да, не тот ход сделал. Надо какой-то конем надо было, что ли, или бить на... Нет. Ef, слон f2. Еф, да, ну, по крайней мере, надо было, да, здесь надо было хоть стабилизировать позицию здесь. Ну, она, мне кажется, примерно равная позиция здесь. Да? Вот, да. Вот, надо было стабилизировать позицию, вот, потому что здесь неожиданно после ладья Е1 начинается... Здесь начинается... Прорыв начинается. Да. e5. Е5. Е6, Е5. Сразу. Вот здесь еще ладья на Е1 оказалась, тут еще совсем плохо, потому что еще будет конь висеть на С3, потому что если конь F5 там брать, там ЕФ, конь начинает провисать здесь. Не понял, как... Ну, если конь F5, слон Как F5, связано? ЕФ. Вот так. Я тоже ЕФ бью. Я же тоже ЕФ бью, все зависает. Все у белых зависает. Вот. Ну, вот ход Е6, Е5, он такой был, конечно, он серьезный ход. Он бьет на С6 уже Широв здесь. Да. Но слон С6, теперь куда слон больше? Какая позиция? Все раскрутилось. Вот. Ну и, в общем, мне кажется, дальше у белых проблемы уже, с которыми он не справился. Что, Пошел b4 здесь. ну да, ну это b4. Не очень. Ну, а я не знаю, что же сделать, в принципе. Какой ход? Фе, что ли, надо было? Нет, делать здесь ход. Фе плохо. Ну да, Потери, ну да. бла-бла-бла. А непонятно, что сделать было. Мне кажется, после Е5 уже, на самом деле, все развалилось. Б4, Ферзь А3. ферзь А3, ферзь А3. Ну, естественно, мы связали здесь. Б5, да, он был? Да, b5. Круто. Б5, ну, ЕФ. ЕФ. Тут еще неожиданно. Да. ЕФ. Красиво. Так все здесь так раскрывается здесь быстро. Слон F4, АБ. АБ, АБ. ЦБ, ЦБ. ЦБ. Слон Б4. Ферзь C5 вот Ферзь сыграет. C5 шах. Лучше ферзь C3, конечно, сыграть. Ферзь С3, да, был. Ну, тут ферзь С5, слон Ферзь Е3, C5, слон Е3 слон Е3, и ферзь C3. ферзь С3. Все, партия быстро закончилась. БЦ он пошел, Да, да? БЦ. Ферзь БЦ6. Мгм. Что я говорил? Да. Про мат на G2. Что я говорю? Что рано или поздно этим кончается. Да. Ну, что там, как по слону 4, что ли, пошел здесь? Так, ферзь D6, ферзь E4. Это 6, ферзь D4, ферзь D5 шах, Да, ферзь D5, ладья ладья D5, D5, слон C3. слон C3, тут еще вот сейчас Напал. ладья Е2, Да. Ладья E2, ладья E4. Е4. Парализуем полностью. Король F2, Да. ладья Е8, да? Да, ладья E8. Связка. Связка. Да.
Ладья D3. Ну да, иначе просто Да. здесь забираем просто, угрозим. Ладья F5, ну и слон D4, ладья BT3 есть. Ну да, ладья D3, Ладья D3, слон F6. ну, какая разница. Ладья Ладья ED2. BT3. Пешный эшпиль получается, точнее, одноферзевый эшпиль получается в конце. Да, красиво. Да, ну такой напор был. Красивый пас. Напор такой, все вперед просто, да. Вот этот 97-й год, значит, был... Потом в последнем туре вы выиграли у Крамника. Да, выиграл эту партию у Крамника. Действительно, так, то, что триумфальный такой Линарес, а потом вот этот матч с компьютером. На самом деле, я к матчу с компьютером там готов был очень так себе. Я довольно смутно себе представлял, какой прогресс они могут сделать. В 96 году тоже, на самом деле, было интересно. В 96 году вообще подготовки по существу не было. Никакой же информации о сопернике не было. Если говорить вообще про компьютеры, надо понимать, что существовало представление, ну, как бы вот у ведущих шахматистов, что компьютер, конечно, там опасен, но в блиц, ну, потом, может быть, в рапид. Но не в классику уже. В классике уже у нас много времени, там машина же, в общем, она же там не знает, как фигуру правильно ставить. А человек уязвим только когда есть ограничения по времени. Процесс там, вот этого реальной соревновательности начинается в 80-е годы. И у меня вот первый матч с прототипом Deep Blue, вот, с Deep Cloud, будет в 89-м году был, как раз в Нью-Йорке. I'm going to start the clock now. Everyone be quiet and no more talking, please. Ну, я довольно легко выиграл. Там полуторачасовые партии были. Я легко выиграл черными, а белыми вообще в одну калитку загнал. Потом я с этими ребятами говорил. Кстати, интересно, что я на самом деле много же с ними общался, и как бы я им даже помогал. С разработчиками? Ну, с разработчиками. И Carnegie Mellon с ребятами этими. Ну, мне казалось вообще интересный эксперимент. Меня вообще компьютеры привлекали. Уже в 90-е годы начинают появляться, активно развиваться шахматные engine, вот, ну, движки. Первый Фриц будет, по-моему, потом пойдет Джуниор. Джуниор, кстати, будет это довольно революционным шагом, потому что он начнет играть более такие агрессивные шахматы. Будет сдвижка балансов атаки на короля, потому что повышается, ну, была повышена как бы стоимость вообще всех атакующих действий. Я помню, я играл еще с Фрицем в 92-93-м, тренировочные какие-то партии, блиц там, ну, потом какие-то тесты были. Чувствовал, что уже, конечно, что-то идет, но все равно это было очень теоретически. Вот 94-й год вот в Мюнхене впервые проблема стала очевидной. Тот факт, что там все играли, там Крамник, Анан, вся элита, и что машина, в общем, добирается до финала. Потом еще я проиграл Джениусу в Лондоне. Ну, совершенно тоже не по делу проиграл. Но, тем не менее, проблемы возникают. Вот я во второй партии черный переигрываю машину. И где-то пешка лишний должен выиграть, но с человеком легко, потому что он разваливается. Не разваливается. Уровень сопротивляемости же невероятно высокий, потому что будет до самого конца. До конца. Ну, не до мата, как Камский играл в свое время. Там. Нет, а именно до понятного результата, но надо преодолевать уровень сопротивления, который, ну, скажем, в нормальных человеческих шахматах, он крайне редко встречается. Потом я выиграл в 95-м году у Джениуса, там сыграли показательный матч в Германии, достаточно легко выиграл. Но все равно вот это представление о том, что да, блиц, да, рапид, но в классику. Какие проблемы в классику. Да. Поэтому матч 96-го года, он был достаточно в этом плане, уже первый матч, он был достаточно показательный, потому что я проиграл первую партию. Вот на самом деле революционный момент в шахматах, даже был не 97-й год, не Нью-Йорк, а именно Филадельфия.
Хотя в итоге я матч выиграл 4-2. Но тот факт, что в первой партии машина добилась победы против действующего чемпиона мира в партии с классическим контролем, это должно было послужить знаком, что остальное вопрос времени. В принципе, после 1996 года, значит, еще пройдет меньше 10 лет, когда Крамник проиграет матч Фрицу последний. В 2006 году. В 10 лет, все. На этом вот 10 лет, после чего вопрос закрылся. Вот можно было понять, что остальное дело техники. Потому что процесс будет идти в одну сторону, машина будет становиться сильнее не за счет того, что они могут исчерпать шахматы. Это как бы мысль такая, а машина все видит. Ну, как все видит. Если Клоду Шинону верить, то там количество легальных ходов в шахматах – это там цифра с 46 нулями. Ну, там никакая машина во Вселенной до конца там времени это не досчитает. Это никого не интересует. На самом деле просто количество ошибок уменьшается. А человек просто не в состоянии просто выдерживать тот уровень игры. Конечно. Наше качество игры, то, что там кажется очень там, высоким, даже вот самые лучшие партии брать, все равно всегда бывают какие-то сбои. Даже в самых лучших партиях всегда какие-то есть шероховатости. Любая шероховатость в партии с машиной, скажем, это может быть ничья, но при этом выиграть практически невозможно, потому что, опять, человек не готов к такому уровню сопротивляемости. А любая серьезная ошибка, она, конечно, сразу наказывается. Тоже никакого обмена ошибок не бывает. А поэтому уже в 1996 году можно было понять, какие проблемы будут. Но я первую партию потом проиграл. Но потом я собрался. Как-то вот тогда почувствовал, где есть проблемы. Очень интересно выиграл вторую партию. Там я вот в Каталонии, там получилась позиция ферзь разноцвет. Ферзь, слон, 4 пешки, против ферзя, слона, 4 пешки, но очень плохие пешки были. И я постепенно выиграл. Вот как неожиданно переходил машину. На самом деле там проблемы были, просто зачастую против машины работает то, что она видит проблемы. Я не знаю, да, ну, неважно, машина в данном случае, да, компьютер будет он тогда. Так вот, что машина видит проблемы раньше, чем они есть. И зачастую человек бы там нашел бы более, что ли, изощренный способ сопротивления. А машина выбирает решение, которое оттягивает неизбежное, но облегчает задачу. Путь к цели длиннее, но не усыпан вот этими проблемами, которые надо было бы решать, если бы человек бы там пытался бы что-то сделать более хитрое, при этом проиграл бы скорее, если бы были все правильные ходы найдены. А я выиграл вторую партию там, потом, значит, были 2 ничьи. Кстати, вот четвертая партия, тогда у меня уже возникли проблемы, потому что вдруг машина отключается. Вообще, в принципе же, вот если говорить про матчи 96-97 года, особенно 97 года, ну, они, конечно, игрались не по правилам нормально. По правилам, конечно, нельзя допускать перезагрузки машины. Рухнула машина. Сдался. Все, партия кончилась. Но это как инфаркт. Перезагрузка машины означает, что ты не получишь... Вообще вот это уже лог получить нельзя. Перезагрузка машины означает, что случилось. Это ваша проблема. Вот правильное решение, как бы, если говорить, играть по профессиональным правилам, человеку стало плохо. Все, его увезли, партия кончилась, он проиграл. Вот перезагрузка машин, а это регулярно. А в 90-м году они делали это регулярно. Вот это, конечно, ставит много вопросительных знаков. Вот в четвертой партии первого матча, вот, там тоже была эта проблема. Перезагрузка машины вдруг началась. 2-2 счет был, а потом в пятой партии... Интересно, в пятой партии я когда-то предложил, по-моему, ничью в какой-то момент, да, значит, черными я играл. И они отказались, потом проиграли. Причем, интересно, машина довольно быстро развалилась. Шестую я уже выиграл легко, в одну калитку. Я уже понимал, как надо играть, там, значит, буквально перестановка ходов в дебюте. Там интересно, что машина, в принципе, я знал, что она в новой ситуации не будет делать фианкетто. Вот там важный момент был, когда, значит, фианкетто ослабляет позицию. Значит, надо было просто сделать не... Но в теоретическом ходе она сделает фианкетто. Я сделал ход, какой-то левый ход сделал, там, типа, вместо слон 3, ладья c1, и машина пошла слон d7. Как бы вот слон не пошел на b7, где он должен был стоять, естественно. Там его место было. Дальше как бы там какие-то были ходы там странные делались. Вот, я довольно уверенно партию выиграл. И у меня было ощущение, что, в принципе, справлюсь. Надо сказать, что... Концептуально я не готов был к этому матчу, ко второму матчу. Идея была, что можно выиграть по третьему ряду. В четвертой партии хорошо играл, в четвертой, третьей. В принципе, у меня была инициатива. А, конечно, во второй партии выбор был дебюта. Естественно, вот совершенно безумный вообще играть в испанку. Я считал, что закрытая позиция будет, но оказалось, что закрытая позиция там опять... Машина была лучше готова. Тут можно спорить, почему и как, но там были моменты, которые, в общем-то, меня вызвали там изумление. Машина не брала, то есть, так скажем, можно открыть буль линию и захватить ее, но это было не так страшно. А гораздо страшнее, когда
использовали как угроза сильного исполнения. Нетипичная для машины игра была. Ну и потом вот эта ситуация во второй партии, довольно непонятная, когда машина перезагрузка. Что-то произошло. Что-то произошло, и вместо того, чтобы выиграть там 3 пешки, дать мне атаку, возможно, там были сделаны все правильные ходы, парализующие меня, а потом был зевок машины. Хотя доказали, потому что был все равно выигрыш, но в позиции, где я сдался, надо было продолжать игру, потому что там машина в тот момент выигрыша не видела. То есть что-то произошло, потому что довольно странно было, что машина, которая, в общем, так вроде грамотно играла, дала неожиданную контр-игру. Ну, психологически после второй партии трудно было играть. Но там еще я допустил, ну, там серия ошибок была вообще, подготовки к матчу, вообще о том, что я не готов был к такой игре и не сделал выводов из первого матча. А опять, ну, сам виноват. Во-первых, значит, все это можно было продумать. Можно было лучше играть, конечно. Я повторяю, у меня там была инициатива. Играла достаточно, ну, там, скажем так, интересно, вот, начиная с третьей линии своей. Но качество партии, на самом деле, было чудовищным. Она обоюдно была, на самом деле, довольно плохим, потому что вот наша 5-я партия, вот сейчас там, поставить ее там, на современный движок, через 30 секунд покажут, что то, что в 97 году считалось, там просто Каспаров нашел какое-то решение, машина феноменально там соскакивает, потому что там комментаторы там просто заходятся в экстазе все. Сегодня, через 30 секунд компьютер показывает, что вообще игра была там, ну, белого было немного лучше, машина могла спастись, допускать ошибку, потом я выпускаю выигрыш. Там на самом деле количество ошибок вот, было, ну, опять, довольно велико. Кстати, это интересный процесс. Я просто знаю по работе с Плисецким и Шакаровым, когда мы делали вот, «Мои великие предшественники», то буквально каждое переиздание, кажется, что ну вот первый раз сделали, ну там, понятно, ошибки были, там исправили, ну сейчас все сделаем, все. Начинаешь смотреть по новой, когда вот постоянно, каждые там несколько лет новые движки просто показывают, что новые глубины открываются. Недавно вот сейчас как бы там сделали новую работу, я посмотрел, вообще-то встали волосы дыбом, потому что то, что казалось, вот, ну уже точно все, уже, знаешь, уже на мраморе уже все выиграно. А нет, оказывается, вот, а вот если так, не случайно там число легальных ходов, это там содержит 46 нулей. При этом, что интересно же, мы увидели с Alpha Zero, произошел уже, на самом деле, революционный процесс, связанный с тем, что, оказывается, партии, которые от компьютера, не обязательно должны быть вот такой позиционной войной Первой мировой войны. Знаешь, компьютеры там ходят куда-то там. Это же всегда вызывало такую аллергию такую, знаешь, партии по 70-80 ходов. Кстати, одна вещь интересная, меня всегда интриговала, никогда никто не мог это объяснить, почему, скажем, машины играли там какую-то позицию, там, стабильную, такую пресную, там 70-80 ходов, потом вдруг один из компьютеров как бы сходил с ума и начинал там просто все сжигать все мосты. Никакой теории не существует, но тем не менее по каким-то причинам, в общем-то, машины в какой-то момент переставали следовать здравому смыслу. Терпение закончилось. Вот. Да, вот такое. Вообще интересно, что мы часто используем человеческие термины, которые на самом деле ничего общего с машинами не имеют. Поэтому, когда Alpha Zero играет, говорит, Alpha Zero пожертвовал фигуру. Alpha Zero ничего не пожертвовал. Это не жертва, это на самом деле трансформация одного преимущества в другое, потому что по как бы, системе оценки, которую Alpha Zero для себя выработала, должно дать потенциальное преимущество. Интересно, что Alpha Zero продемонстрировал, что существуют возможности играть в очень агрессивные шахматы. Компьютеры не убили шахматы, а на самом деле создали там новые, новые направления открытые. Мысль о том, что вот давайте как бы вот сейчас вот уже играть, надо играть осторожно, потому что здесь как бы там минное поле сплошное, вот если машина играет, то там жертвовать ничего нельзя. Вот. А партия Alpha Zero показывает, что на самом деле вот эта жертва, если, в кавычки надо брать слово, для человека она будет жертвой, естественно. Для машины это трансформация одного качественного фактора в другой. В какой-то мере это соответствовало моему пониманию, моей манере игры. То есть, на самом деле, говорит о том, что можно многому учиться. Вот даже вот как партия Широва, в принципе, хотя бы 7 машин, все это ей понятно уже. На самом деле уже они начинают двигаться вперед. То есть, скажем, набор факторов, которые машины могут включать в себя, он резко вырос. Поэтому понятно, что там сегодня никакого реального сопротивления не может быть. То есть там уровень там, сильнейших там, движков 3300, 3400. Но Alpha Zero там уходит еще дальше. Разница между там, Магнусом и движком каким-то такая же, как между Магнусом, я не знаю, и игроком, там, я не знаю, с Опана каком-то. Понятно, что машина не понимает шахмат лучше Магнуса. А она просто меньше ошибок допускает. 97 год, он как раз последняя партия, я просто провалился.
Все равно, конечно, возникает вопрос к Илескусу, почему они смотрели, как если верить Илескусу, почему надо было смотреть вариант защиты Каракана, который никогда в жизни не играл. Вот почему надо было его смотреть, и почему надо было заложить жертву на Е6. Вот это до сих пор ответа на этот вопрос Илескус не дал. Хотя вот он написал это в книге через 10 лет, когда, значит, закончился срок как бы их контракта, о том, что ему Бенджамин сказал перед началом партии смотреть вот этот вариант. И в машине комбат Е6 было заложено. Машина Так в чем тут... А как? С чего? Почему надо смотреть перед шестой партией? Вот с чего это надо было вдруг перед шестой партией? Да, и криминал в чем? Ни в чем. Просто вы не понимаете, почему они смотрели именно этот, который вы сыграли, да? Который я никогда в жизни не играл. Но в этой партии В сыграли. этой партии я сыграл. И смотреть утром этого дня, заложить жертву на Е6. Ну, я не знаю, ну как? Ну, наверное, вот бывает совпадение там одно из миллиарда. Ну да, вот. Непонятно, откуда не взялась идея смотреть именно этот вариант. Ну, если верить Лескусу, это задание, которое ему дали утром. Самое интересное, что потом, и Лескус тоже об этом скажет, что у них была четкая инструкция от Лу Гершнера, это CEO IBM, что к 20-му ходу, вот если ситуация будет там примерно равна, лучше предлагать ничью. В принципе, мне надо было дотянуть до 20-го хода, если я не знал. Ну, я тогда как бы был, конечно, дико расстроен, потому что все-таки первый матч в жизни, который я вообще проиграл. А с другой стороны, прошло там 25 лет, уже больше 25 лет. Я считаю, что действительно мне повезло, что я стал частью вот такого важного исторического процесса. Матч, на самом деле, дал толчок развитию компьютерной науки вообще, исследованиям. Сколько людей, молодых, причем со всего мира, они просто ринулись туда. Я встречаю людей, уже занимающих довольно большие посты, которые говорят, вы знаете, вот тогда мы решили, что наше будущее связано с компьютером. То есть я внес самопожертвование. Ну и после этого, конечно, наступает такой немножко легкий шок. И я поехал в Новгород. Новгородский турнир был. В итоге я выиграл турнир. Хотя, конечно, играл нормально, но, в общем, можно было бы играть и лучше, конечно. Турнир важный был, на самом деле, потому что на открытии там случилось событие, которое в какой-то мере психологически повлияло вообще на мое решение через 8 лет оставить шахматы. Там вопрос был, который задавали, часто, но его в этот раз задали просто так в очень неприкрытом виде. Ну, а что еще в шахматах? Вот что еще вы хотите, в принципе, чего вы еще хотите добиться в шахматах? Если у вас какие-то еще, какая-то мечта, что, сейчас к компьютеру проиграли, выиграть у компьютера, И буквально инстинктивно, я даже не знаю, я говорю, у меня сын родился в конце прошлого года, 96 года. Я хочу, чтобы он увидел, как его папа на сцене выигрывает турнир. И потом я вспомню этот момент, когда в 2004 году в Москве я выигрываю первенство России, и приходит мой 8-летний сын, и я беру медаль свою, вешаю ему на шею, и я понимаю, что, в принципе, все.